Всем привет! Сегодня будет видео о том, как выровнять каркас для гипсокартонного потолка. Суть в том, чтобы все профиля, которые находятся на потолке и к которым прикручивается снизу гипсокартон, находились бы в одной плоскости. Для этого используются потолочные подвесы, на которых эти профиля фиксируются. Я специально употребляю слово «плоскость», а не «уровень», потому что уровня может и не быть. То есть потолок этот может быть и не горизонтальным, а, допустим, под наклоном. Но плоскость общая должна сохраняться во всех случаях. Выравнивать каркас можно разными способами. Например, по лазеру и с магнитной меткой. Или с помощью правила и струбцин. Но самый хороший результат дает прочная полиамидная нить. Полиамидная нить очень крепкая. Ее можно натянуть как струну. То есть она легкая, прочная и на расстояниях до 10 метров практически не дает провиса. А вот как с ней выровнять потолок, то есть весь процесс, мы сейчас и покажем. Для начала надо вкрутить пару саморезов по металлу в направляющие профиля, так чтобы нить проходила поперек профиля, где-то в 5 сантиметрах от подвеса. То есть один саморез закручиваем здесь, снизу в профиль, и на другой стороне комнаты делаем то же самое, закручиваем саморез снизу в профиль. Саморезы по металлу у нас используются самые маленькие. 3,5 на 9,5 ЛБ, то есть с буром. Маленькая полусферическая шляпка без пресс-шайбы. Такие саморезы идут под гипсокартон. Ну и заодно на сборку каркаса. Теперь нужно вот такой саморез закрутить в профиль, в направляющий, так, чтобы между шляпкой самореза и профилем осталось бы где-то полмиллиметра или миллиметр расстояния. Вот эта метка нам показывает линию подвеса, по которой мы их сверлили. Смещаемся от нее на 5 сантиметров и закручиваем саморез. Не до конца. Теперь надо сделать петлю на нити и накинуть ее на этот саморез. Как завязать затягивающуюся петлю? Смотрите внимательно за пальцами. Готово. Эту петельку накидываем на шляпку самореза и затягиваем. Здесь все. Отдельно затягивать саморез не надо, потому что он своей резьбой порежет нить. Теперь идем на другую сторону комнаты и также закручиваем саморез. Положение самореза точно такое же, как и предыдущее. То есть вот наша метка, по которой мы отбивали линию по профилям. От нее 5 сантиметров. По центру бортика вкручиваем саморез. Не до конца. Вот так достаточно. Теперь через эту шляпку самореза перекидываем нить и натягиваем ее. Удобнее это делать двумя руками. То есть отсюда натягиваем одной рукой, второй рукой выбираем слабину. Но это я сделаю потом. В общем, будем считать, что мы нить натянули прямо до струны. Теперь надо ее вот через эту шляпку перекинуть 2-3 раза.
Затем через верх ее перекинуть, через выступающую резьбу самореза вот здесь сверху, тоже пару раз. И все. Вот так оставляем ее. В таком положении нить никуда не разматывается и не ослабляется. Я ее уже натянул до состояния струны. Как вы сами понимаете, сама нить не может выровнять профиля в одну плоскость, потому что они просто тяжелые. И сейчас они на этой нити лежат. Вот видно, насколько они ее отодвигают вниз. Поэтому надо сейчас все профиля поднять над нитью. Вот в таком положении. Это можно сделать, если поднять профиль и в отверстие подвеса всунуть саморезы. Примерно так это выглядит. То есть мы подняли профиль, и теперь есть достаточно большой зазор между железом и нитью. Так можно сделать с первым рядом подвесов. Дальше будет уже не такое большое расстояние, но где-то миллиметра 3-4. Достаточно. Таким образом мы подняли все профиля над нитью. При этом надо еще смотреть, чтобы никакие провода ее не оттопыривали вниз. Ну, здесь у нас все нормально. Можно выравнивать. Профиля выравниваются по очереди. То есть сейчас они все подняты. Теперь отпускаем один. Убираем саморезы. И выравниваем донышко профиля так, чтобы оно находилось где-то с зазором полмиллиметра от нити. Зазор должен быть одинаковый слева и справа. То есть не должно быть такого вот перекоса. Должно быть ровно. В таком положении фиксируем профиль саморезами сквозь подвес. Не в отверстие подвеса, а сквозь подвес. Один готов. То есть мы выровняли профиль с помощью самореза на подвес. Так, чтобы донышко его было параллельно нити. То же самое делаем со следующими профилями по очереди. Отпускаем вот этот, выравниваем его с таким же зазором относительно нитки. Потом следующий и так дальше до конца. Почему нить не натягивается сверху профилей? Потому что вот эти бортики у профилей могут быть разной высоты. Даже у хорошего качественного профиля. То есть вот, допустим, вы натянули нить, а у вас бортики, ну, я гиперболу сейчас сделал, вот такие вот. То есть тут выше, тут ниже. На моей практике доходило до 1,5 мм высота бортиков. Разница. Если вот так прикрутить, то у вас и лист пойдет наискосок. То есть он начнет его притягивать. Потом тут вот следующий профиль такой же. И у вас потолок пойдет вот так вот волнами. Не сразу, конечно, но, допустим, через несколько дней профиля развернут гипсокартон. Поэтому надо равнять ту плоскость, на которую ложится сам гипс, а не только верхние его бортики у профиля. Тогда будет все ровно. Там, где профиля уже выровнены, торчащие хвостики подвесов загибаем вверх. У меня уже весь ряд готов. Один подвес я оставил для того, чтобы показать, какие могут быть
ошибки или сложности при выравнивании. Например, не получается у вас никак сделать его параллельно нити. То есть какой-то вот есть такой вот перекос. Сейчас я закручу специально так и потом покажу, что с этим делать. Например, закрутили вы два самореза, один получился нормальный край, вот, а второй поднялся. Или наоборот опустился. Так вот, в пределах 1,5 мм можно это все легко выровнять. Есть один способ варварский, а второй как бы технологичный. И тот, и другой дают нормальный результат. Варварский способ заключается в том, чтобы просто вытянуть эту неровность. Дело в том, что при любом креплении в потолок вот это место у подвеса гнется. То есть его можно потянуть вниз, просто руками потащить и опустить его на миллиметр вниз. При этом он начнет разгибаться вот здесь, но крепление в потолок его не ослабнет. То же самое, когда профиль находится ниже нити, то есть развернут в эту сторону. Тогда надо по нему стукнуть вот в этом месте. Вот для этого надо его согнуть и вот здесь вот забить. Если, например, он опущен вниз. Тогда подвес вот в этом углу осадится, согнется. Нельзя допускать, чтобы согнулся сам подвес, вот эта полоска, чтобы она не стала кривой. Осаживается только вот этот угол. То есть можно стукнуть вверх или подтащить его вниз на расстояние где-то плюс-минус миллиметр. Обычно этого достаточно, чтобы выровнять вот такой перекос. Технологический способ выравнивания заключается в том, чтобы с помощью самореза устранить этот перекос. В данном случае нам надо опустить край профиля вниз. Для этого надо сквозь подвес закрутить саморез по направлению вверх, вот так. И в конце своей резьбы, когда он дойдет шляпкой до профиля, он его подтащит вниз, потому что саморез развернется ровно. Для этого закручиваем саморез под наклоном вверх до середины. Потом выкручиваем предыдущий и докручиваем тот, который под наклоном, до конца. Вот так. Теперь выкручиваем предыдущий, этот вкручиваем до конца. Сейчас смотрите, что будет с профилем, когда мы затянем саморез. Край профиля идет немного вниз. Чем больше наклона этого самореза вверх, тем больше опускается профиль вниз. Тут за один раз может не получиться, если большой перекос, что я тут его нормально такой сделал. То есть можно вкрутить еще один, также под наклоном, этот выкрутить. Вот, закрутили еще один. И дотягиваем его. То есть видите, что профиль практически встал ровно. Больше здесь делать ничего не надо. В данном случае нам надо было край профиля опустить вниз. Поэтому мы саморез вкручивали вверх. А если бы профиль надо было поднять вверх, то саморез мы бы вкручивали вниз. Есть еще один способ выровнять профиль на саморезах. Допустим, у нас край профиля поднят вверх, как раньше. Но я уже откручивать не буду, потому что все ровно. Например, поднят вверх. Надо его опустить вниз. То есть человек, который не знает предыдущего способа, что делает? Откручивает полностью саморез и потом опять выравнивает, ловит на глаз зазор и пытается вкрутить по новой. Может опять не получиться. Как этого избежать? Откручивать саморез не надо вообще. Его надо наоборот
закрутить шуруповертом и сорвать резьбу, чтобы он свободно крутился. И в таком положении, с включенным шуруповертом, вращая вот этот саморез на оборотах, нужно потащить край профиля вниз, ну или вверх, кому куда надо. Резьба самореза, она сама прогрызет металл профиля, и он опустится вниз. То есть тут уже буквально до доли миллиметра можно выровнять его таким способом. Как только профиль займет положение нормальное, снимаете шуруповерт с самореза, и в таком положении закручивается еще один шуруп где-то рядом. То есть ничего уже на глаз выравнивать не надо. Вот такие несколько способов по исправлению ошибок. Ну, а у нас, в принципе, все. Здесь мы один ряд выровняли, перемещаемся на другие подвесы. То есть делаем то же самое. Еще один момент. После того, как снимаете и переставляете нить, не забудьте выкрутить саморезы из профиля, чтобы они не попали под гипсокартон и не нарушили бы его плоскость. Потому что саморезы закручены с зазором. Плюсы такого способа выравнивания очевидны. Нить не занимает места, она ничего не весит и практически ничего не стоит. При этом дает идеальную плоскость. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!